Привет, друзья! Представьте, вы просыпаетесь утром, выходите на свое поле или заходите в сарай, а там поросенок с человеческим лицом или яйцо динозавра. Добро пожаловать на канал, где мы исследуем самые необычные и захватывающие темы мира. Сегодня мы отправляемся туда, где, казалось бы, все предсказуемо и привычно, на фермы. Но поверьте, даже здесь можно найти то, что заставит по-настоящему удивиться. От нашествия грызунов и куриц с 4 лапами до обнаружения черепа мамонта, фермы таят в себе множество секретов. В этом видео я собрал для вас самые невероятные находки, которые когда-либо были обнаружены на фермах. Готовы к сюрпризам? Тогда устраивайтесь поудобнее, ведь вас ждет увлекательное путешествие в мир неожиданных открытий. Обязательно досмотрите видео до конца, ведь именно там вас ждет самая милая история. Загадочный череп нашли в Техасе. Эта история действительно нагоняет жуть. На ранчо в Южном Техасе был обнаружен загадочный череп, который вызвал бурные обсуждения среди местных жителей и исследователей. Череп, найденный владельцем ранчо, имел необычную форму, удлиненную верхнюю часть и крупные глазницы, что делало его похожим на что-то среднее между животным и человеческим. Находка сразу привлекла внимание, так как ее черты не соответствовали ни одному известному виду. Местные легенды о существах, напоминающих Бигфута, добавили таинственности находки. Некоторые предположили, что череп мог принадлежать неизвестному науке существу или даже гибриду. Однако скептики выдвинули более приземленные версии. Это мог быть череп животного, деформированный природными процессами или даже искусственно созданный объект. Череп был передан для анализа, но результаты исследований остались неоднозначными. История этого странного черепа продолжает будоражить воображение, оставляя больше вопросов, чем ответов. А вы как думаете, этот череп мог принадлежать Бигфуту? Поросенок с человеческим лицом. Начнем с истории, которая может шокировать и заставить сомневаться в реальности произошедшего. В начале 2025 года филиппинец Альфредо Кардинас-младший был потрясен, когда услышал крик младенца у себя на ферме. Это было удивительно и пугающе, потому что маленьких детей вокруг не было. Оглядев свои владения, он обнаружил в хлеву поросенка, который выглядел, скажем, не совсем обычно. У него были черты лица, напоминающие человеческие. Да-да, вы не ослышались. Этот поросенок стал настоящей сенсацией в интернете. Его сравнивали с человеческим младенцем из-за необычной морды и звуков, которые он издавал. Они были похожи на крики детей. Это действительно жутко. Ученые предположили, что появление такого малыша могло быть результатом генетической мутации, но точного ответа до сих пор нет. Удивительно, что поросенок был 4-м из 8 детенышей, и остальные животные выглядели абсолютно нормально. Несмотря на жуткий вид животного, его владелец заявил, что необычный поросенок принес ему удачу. Подобные случаи происходили и в других странах, но ни один из случаев не смогли объяснить. Странно, не так ли? Мышиная чума в Австралии. Следующая история. Представьте, ночь, тишина австралийской глубинки и вдруг шелест тысяч лапок. В 2011-м Восточную Австралию захлестнула мышиная чума. Миллионы грызунов превратили жизнь фермеров в кошмар. Причина в природных условиях. После многолетней засухи и чудовищных пожаров хлынули ливни. Из-за дождей урожай увеличился в несколько раз, и у грызунов появился целый шведский стол, вследствие чего они и начали массово появляться на фермерских участках. А хищники были не в силах им противостоять, природные катаклизмы их сильно ослабили. Фермеры просыпались в домах, где техника не работала, потому что грызуны ловко перегрызали все провода, еда была испорчена, а под одеялом шевелится серая пищащая масса. В одном из домов за ночь выловили 7000 мышей. Власти бросили в бой мышиный напалм, им был яд, убивающий заодно сов и змей. Естественные хищники не смогли противостоять. Змеи растолстели на грызуньей диете, но мыши плодились быстрее, за сезон от одной пары могло примерно 500 детенышей. Нашествие мышей принесло хозяйству огромные ущербы, а фермеров оставило в ужасе перед силой природы. А вы смогли бы уснуть под звук тысяч грызущих провода зубов. Четырехногая курица. Эта история тоже произошла в Австралии, где фермер из северного Квинсленда обнаружил курицу с 4 ногами. Да, вы не ослышались. У птицы было 4 лапы. Птичка ловко управлялась с дополнительной парой лапок. Выглядит как новая порода куриц, заявили пользователи сети. Но самой птице пришлось несладко. Фермер был вынужден создать для нее специальный вольер, чтобы избежать издевательств, ведь цыплята часто заклевывают того, кто отличается от них. Несмотря на глубокую рану, оставленную другими курами, птица смогла выжить. Это очень редкий случай, поскольку домашние птицы редко подвержены аномалиям. Двуглавый теленок. А вот история из Флориды, где в 2015 году на одном из ранчо на свет появился теленок с 2 головами. Да, это не шутка. 2 головы, один организм. Теленка назвали Аннабель. У него 2 отдельные головы, 4 глаза, 2 носа и 2 рта.
Голова теленка оказалась настолько тяжелой, что кормление молоком матери не представлялось возможным. Поэтому малыша поили из бутылочки, пока он не стал достаточно сильным, чтобы дотянуться до вымени матери. К сожалению, животные с такими аномалиями редко живут долго, но этот случай стал настоящим чудом природы. Представляете, вероятность того, что корова родит двухголового теленка, составляет 1 к 400 миллионам. Вот это да. Спутанные королевские кобры. Следующий необычный случай из Таиланда. Две королевские кобры, занятые брачными играми, случайно запутались в проволочном заборе на ферме одного из местных жителей. Два представителя одного из самых ядовитых видов змей оказались в ловушке, не в силах освободиться самостоятельно. Получился змеиный король. Змеи были огромных размеров, самец длиной 2,5 метра и самка примерно на 30 сантиметров короче. Спаривающихся рептилий заметил 60-летний фермер, который шел через поле. Испугавшись, он вызвал специалистов по отлову змей. Прибывшие на место спасатели действовали осторожно, чтобы не спровоцировать их на агрессию и не навредить животным. Используя специальные инструменты, кобр аккуратно распутали и освободили из ловушки. После освобождения змеи были выпущены обратно в дикую природу подальше от жилых районов, а владелец фермы отделался лишь испугом. А вы бы испугались, увидев этих ядовитых созданий у себя на участке? Француз нашел череп мастодонта. Эта история произошла в 2014 году, когда фермер из деревни на юго-западе Франции копал землю на своем участке и наткнулся на огромный каменный массив с торчащими из него зубами. Пугающей находкой оказался череп древнего мастодонта. Несмотря на удивительно редкое обнаружение, мужчина решил хранить его в тайне, опасаясь, что его ферму заполонят толпы палеонтологов-любителей. Лишь через 2 года он связался с Музеем естественной истории Тулузы. Ученые, прибыв на место в 2017 были потрясены. Перед ними лежал первый в мире полный череп вида пиренейских мастодонтов, древних родственников слонов, которые обитали на территории Европы 11-13 миллионов лет назад. Эта находка стала научной сенсацией. Мы, наконец, смогли увидеть лицо вида, который считался почти мифическим, сказал директор музея Франсис Дюрантон. Фермер, сохранивший тишину ради спокойствия своей земли, невольно совершил прорыв в палеонтологии, напомнив миру, что история иногда прячется прямо под ногами. Получается, фермер несколько лет спокойно занимался своими делами, пока у него на участке находился череп древнего слона. Вот это любовь к частной жизни. Король крыс в Эстонии. Следующая история произошла в 2005 году. Фермер обнаружил в своем сарае короля крыс. Нет, это не сказочный персонаж, а реальное явление. Король крыс появляется, когда несколько крыс спутываются хвостами и образуют единый организм. Это редкое и жуткое зрелище. Такое случается, когда крысы пачкаются в чем-то липком и переплетаются хвостами, а в попытке разбежаться в разные стороны лишь сильнее затягивают узел, оказываясь связанными мертвой хваткой. Найденный в Эстонии крысиный король состоял из 13 грызунов и был умерщвлен, а после отправлен в музей. К сожалению, распутать крыс было невозможно, а ампутация хвостов подвергла бы грызунов лишним страданиями. Крысиный король встречается крайне редко. За почти 500 лет их видели примерно 60 раз. Поэтому человека, заставшего это явление в реальной жизни, можно назвать везунчиком. Панцирь глиптодона в Аргентине. Эта необычная история произошла в жаркой Южной Америке, где фермер случайно открыл тайну ледникового периода. В декабре 2015 года аргентинский фермер прогуливался вдоль обмелевшего ручья на своей земле близ Буэнос-Айреса. Его внимание привлек странный объект. Большой круглый предмет лежал в грязи на дне ручья и был похож на огромный камень. Но когда фермер приблизился, он увидел странные узоры из сложных пластин. Что же это? Обломок метеорита, яйцо динозавра или, может, что-то мистическое? Ответ был неожиданным. Это оказался панцирь глиптодона, гигантского бронированного млекопитающего, вымершего 10 тысяч лет назад. Ученые, прибывшие на место, подтвердили, находка возрастом около 10 тысяч лет принадлежала существу длиной до 3,5 метров и весом в 2 тонны. Удивительная сохранность панциря позволила ученым реконструировать образ жизни глиптодонов и уточнить причины их исчезновения, вероятно, из-за изменения климата или деятельности человека. Для фермера же это превратилось в историю о том, как обычный день раскрыл тайну, спавшую под ногами целые тысячелетия. А о чем бы вы подумали, увидев этот огромный панцирь? Кости шерстистого мамонта нашли в Мичигане. Следующая история также об археологическом ископаемом, найденном в не совсем обычном месте.
Осенним днем фермер Джеймс Бристол копал дренажную канаву на своем поле в Мичигане. Лезвие экскаватора внезапно ударилось во что-то твердое, обычное дело, но вместо ожидаемого булыжника из грязи показалась огромная кость, похожая на часть тела гигантского существа. Бристол позвонил в музей палеонтологии Мичиганского университета. Уже на следующий день археологи приступили к раскопкам. Под слоем почвы скрывался скелет мамонта. Это был гибрид шерстистого и колумбийского видов. Ученые извлекли кости, включая череп с бивнями и позвоночник. Один палеонтолог заметил необычную деталь. Кости лежали не хаотично, а будто их аккуратно сложили. Люди, вероятно, убили мамонта, разделили тушу и спрятали мясо в пруду для хранения, предположил профессор Мичиганского университета. Рядом нашли каменные орудия и валуны, которые могли удерживать тушу под водой. Так обычный день фермера превратился в историю, соединившую эпохи, от древних охотников до современной науки. Яйцо-матрешка на ферме в Квинсленде. Продукты питания, созданные на ферме, также нередко могут удивить. На ферме в австралийском Квинсленде произошло странное событие. Работник фермы, собирая яйца, обнаружил гигантский экземпляр. Втрое больше обычного. Владелец фермы назвал находку чудом природы. Когда яйцо осторожно разбили, внутри оказалось еще одно, идеально сформированное. Это невероятно. 2 целых яйца в одной скорлупе. Ученый из университета Чарльза Стерта объяснил феномен так. Курица сначала сформировала яйцо, но не снесла его. На следующий день ее организм выпустил новую яйцеклетку, которая обволокла предыдущее яйцо, создав двойную скорлупу. Интересно, что курица, снесшая яйцо-матрешку, была свободного выгула, что делает случай еще более загадочным. Несмотря на заверения экспертов, что яйцо безопасно для еды, фермеры решили его сохранить как диковинку. «Мы собираем по 50 тысяч яиц в день. Одно странное точно не съедим», — шутил фермер. Гигантское яйцо стало местной сенсацией, напомнив, что природа всегда готова удивить. А вы бы рискнули съесть такое яйцо? Яйца с зеленым желтком. Эта история также про необычное куриное яйцо, обнаруженное на ферме. Однажды фермер из Индии, собрав яйца из курятника, направился на кухню приготовить завтрак. Самые обычные на вид яйца внутри имели желток ярко-зеленого цвета. Это странное явление он тут же запечатлел и начал распространять в интернете. Фотографии зеленой яичницы взорвали индийские социальные сети. Пользователи не верили, что яйца настоящие, и обвиняли автора в использовании фоторедакторов. Тогда фермер снял видеоролик, в котором подробно показал, как разбивает яйцо и отправляет его на сковороду. После того, как новость о волшебных яйцах облетела интернет, темой заинтересовались ученые. Исследователи из Керальского университета предположили, что дело может быть в корме, однако фермер утверждает, что он кормит всех кур одинаково. Вот так. Самые обычные на вид яйца оказались необъяснимым явлением природы. Ягненок с 6 ногами. Следующая история произошла в холодный февральский день на ферме в немецком Торгау. Родился ягненок, поразивший всех. Малыш появился на свет с 6 ногами. Редкая мутация, вызванная предположительно вирусом, который передается через насекомых и влияет на развитие эмбрионов. Фермер Бернт Тинтер, обнаружив новорожденного, решил бороться за его жизнь. Он очень хотел жить с самого начала, говорил мужчина, отмечая, что, несмотря на трудности с передвижением, ягненок упорно пытался встать. Чтобы помочь малышу, одну из лишних ног перевязали бинтом, что немного облегчило его движение. Долли, как назвали ягненка, стала местной знаменитостью. Этот случай стал вторым за 25 лет на ферме Тинтера. Ранее в Англии родился ягненок с одной лишней ногой, но такие мутации встречаются крайне редко, примерно 1 на миллион. Несмотря на сложности, Долли подарили шанс. После реабилитации ее планировали отправить в заповедник, где она могла бы жить без боли. История Долли — пример человеческого сострадания и надежды на то, что даже самые необычные существа заслуживают счастливой жизни. Овцы с розовой шерстью. А вот и та самая милая история. Представьте, что вы выходите на свое поле и видите розовых овец. Именно это произошло на ферме в Великобритании. Фермер был крайне удивлен, обнаружив, что несколько его овец внезапно стали светло-розового цвета. Сначала хозяин овец подумал, что кто-то решил просто пошутить и опрыскал овец краской. Но причина скрывалась в самой ферме. И ей оказалась не радиация или какие-то необычные химические реакции, а всего лишь новая кормушка. Выяснилось, что овцы терлись о красную кормушку, из-за чего их шерсть окрасилась в розовый цвет. Фермер рассказал на телевидении, что его стадо редких овец стало модной новостью во всем мире. А фотографии и видео животных быстро разлетелись по сети. До первого дождя розовые овечки радовали своего хозяина безумно милым видом.
Как думаете, что они больше напоминают? Сладкую вату или плюшевые игрушки? Ну что, друзья, вот такие удивительные истории происходят на фермах по всему миру. Кто бы мог подумать, что обычные фермеры могут стать свидетелями таких невероятных событий. Природа никогда не перестает удивлять нас своими чудесами, правда? Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные истории. А если вы знаете про еще какие-то необычные находки на фермах, пишите в комментариях, мне будет интересно узнать. И если вас так же, как и нас, интересуют необычные истории, тогда вы можете присоединиться к нашей команде. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. До встречи в следующем видео, пока!